Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такого тигреночка в кофте. Она несъемная, вся деталь, вот начиная ноги, кофта и голова, вяжется все вместе. Это одна цельная деталь. Также в ходе вязания основной детали привязываем хвостик и лапки. А потом пришиваем ушки, мордочку и оформляем также мордочку. Размер этой игрушки получается на 19 сантиметров вместе с ушками. И вот такой тигреночек потом у нас получается. Для тигренка в кофточке я буду использовать вот такую пряжу. Черный и оранжевый это Alize Cotton Gold, 60 номер, 37 и джинс белый и вот такой серо-голубой. Это 75 номер и белый 62. И крючком буду вязать номер 2. Также нам понадобятся глазки на безопасном креплении. У меня диаметр глазок будет 12 миллиметров. Ручки начинаем вязать белой пряжей. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Это у нас первый ряд. Переходим ко второму ряду. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по прибавлению 1 столбик и сюда же провязываем второй столбик. Вот покажу еще ближе. В следующий столбик вяжем 1 и в этот же столбик провязываем второй. И так вяжем мы по кругу, и во втором ряду у нас будет 12 столбиков. Теперь вяжем третий ряд, 1 столбик, в следующий прибавление. Я одену маркер, чтобы можно было сориентироваться. И вот так продолжаем вязать по кругу. 1 столбик, в следующий прибавление. Вяжем до маркера. В этом ряду у нас получится 18 столбиков. Далее 4 и 5 ряд провязываем по 18 столбиков. То есть вяжем 2 ряда по 18 столбиков. В 6 ряду будем делать убавление. Провязываем 1 столбик, в следующий убавление. И всего в 6 ряду будет 6 убавлений. Снова одеваю маркер. Повторяю. Вяжем 1 столбик, в следующий убавление. И так вяжем по кругу до маркера. В 6 ряду 12 столбиков. В 7 ряду белую нить мы отрезали. Переходим на оранжевый цвет. И в 7 ряду будем делать прибавление. Провязываем 1 столбик. Эти хвостики мы свяжем. 1 столбик, следующий провязываем прибавление. Всего таких прибавлений будет 6. 1 столбик, следующий прибавление 1 и 2.
И вот так вяжем по кругу столбик прибавления. В 7 ряду будет 18 столбиков. В 8 ряду по кругу провязываем 18 столбиков без изменений. И в 9 ряду переходим на серо-голубую пряжу. Оранжевую мы потом отрежем. Здесь мы будем делать убавление. Провязываем 1 столбик, далее 2, 3 и убавление. Снова повторяем 1, 2, 3, убавление. И третий раз повторяем 3 столбика. 1, 2, 3. Третье убавление. И еще довязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 9 ряду у нас получается 15 столбиков. Теперь нам нужно провязать, это мы провязали 9 ряд, теперь с 10 по 20 провязываем по 15 столбиков. Эти хвостики, вот я покажу, что я их всегда связываю, когда перехожу с одной пряжи на другую. Вот так. И вот мы провязали до 20 ряда включительно по 15 столбиков в каждом ряду. Теперь переходим на 21 ряд. Здесь нам нужно сделать убавление. Мы провязываем 1 столбик, 2 столбик и после 2 столбиков убавление. И вот так чередуем до конца ряда. 2 столбика убавления. Всего будет 3 убавления. В 21 ряду будет 12 столбиков. Вот 2 ручки готовы. Забыла еще сказать, что вот я наполнила ручку наполнителями и наполняю ее буквально только вот внизу, а вверху, вот как вы видите, она остается пустая. Ниточку отрезаю коротенькую, так как ручки мы будем ввязывать в тело игрушки. Хвостик начинаем вязать из черной пряжи. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем. И теперь переходим на оранжевый цвет. И вот во втором ряду черная пряжа не очень хорошо видна на камеру, но постараюсь вот так показать. Провязываем в каждый столбик предыдущего ряда по прибавлению. В один столбик провязали 2, в следующий тоже вот 1 и 2. И так вяжем по кругу. По прибавлению. Вот так. И у нас получилось 10 столбиков. И продолжаем вязать по 10 столбиков по кругу, чередуя 2 ряда оранжевых и 1 ряд черной пряжи. И вот такой хвостик получился. Если считать от самого первого черного ряда, то 1, 2, 3, 4, 5, 6 черных рядов, между ними по 2 ряда оранжевого, и последний ряд мы закончили одним рядом оранжевого цвета.
Далее будем вязать ножки. Снова вяжем сначала белым цветом кольцо амигуруми, и в это кольцо провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем. Второй ряд. В каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по прибавлению. Провязали 2 столбика. В следующий тоже провязываем 2 столбика. И так вяжем по кругу. Во втором ряду будет 12 столбиков. В третьем ряду у нас прибавление. 1 столбик, в следующий прибавление. 1, 2. Деваю маркер. Снова повторяю, показываю 1 столбик, в следующий прибавление. Всего будет 6 прибавлений. И так вяжем по кругу. Третий ряд 18 столбиков. Четвертый ряд 1 столбик, второй столбик, деваю маркер и в третий столбик прибавление. Всего таких прибавлений в этом ряду будет 6. Так вяжем по кругу 2 столбика и прибавление. В четвертом ряду 24 столбика. Пятый, шестой и седьмой ряд провязываем по кругу без изменения по 24 столбика. Вот мы провязали 3 ряда, 1, 2, 3, и вяжем 8 ряд. В 8 ряду провязываем 1 столбик, второй столбик и убавление. И так чередуем до конца ряда. 2 столбика убавления. Всего убавлений будет 6. В 8 ряду 18 столбиков. Переходим на оранжевую пряжу. Эти два хвостика мы свяжем. И далее 9 и 10 ряды провязываем по 18 столбиков. Вяжем 2 ряда самостоятельно. В 11 ряду переходим на черную пряжу. Зафиксировали. Далее провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. После 5 столбика прибавление. Итак, вяжем по кругу. Всего будет 3 прибавления. В 11 ряду 21 столбик. В 12 ряду снова переходим на оранжевую пряжу и провязываем 21 столбик. Так мы вяжем 12 и 13 ряд. И вот провязали 1 и 2 ряд оранжевым цветом по 21 столбику. Переходим на 14 ряд и переходим на черную пряжу. Снова будет расширение, будем прибавлять столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 столбика прибавление 1, и сюда же провязываем 2. Всего таких прибавлений будет 3, и в 14 ряду получится 24 столбика. И в 15 ряду провязываем оранжевой пряжей
Вот вяжем. И переходим, черную я уже отрезала. И провязываем 24 столбика. И вот одна ножка связана. Вторую ножку вы вяжете самостоятельно, и нить уже от нее не отрезаем, так как будем присоединять две ножки вместе, и далее будем вязать тело для тигренка. Вот от второй ножки делаем одну воздушную петлю и присоединяемся вот к нашей ножке и провязываем по кругу и вяжем по кругу 24 столбика. 2 столбика провязали, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот мы по ножке провязали 24 столбика. Теперь нам нужно провязать один столбик воздушную петлю. Я для того, чтобы здесь не было дырочки между столбиками, я делаю петельку вот одну в ножку, а вторую воздушную петлю. И потом все эти петельки, которые на крючке, провязываю одновременно. Это у меня один столбик. Также я перехожу на вторую ножку. Я воздушную петлю делаю петельку. И потом, когда перехожу на вторую ножку, вторую. И все 3 петельки провязываю вместе. Тогда внизу у нас вот не будет никакой дырочки. Далее по кругу, по ножке провязываем снова 24 столбика. И так вяжем до воздушной петли. Провязываем все столбики. И вот снова мы дошли до воздушной петли. И нам нужно, так как мы провязывали уже с той стороны с воздушной петлей, и здесь также провязываем. И вот мы провязали, это у нас 16 ряд, но мы соединили здесь ножки. Переходим вязать тело, и в 16 ряду у нас 50 столбиков. Перешли к 17 ряду. В 17 ряду мы начинаем чередовать черный и оранжевый цвет в одном ряду. И еще нам нужно сделать 4 прибавления. Вот провязываем один столбик, второй и третий. Одеваем маркер, чтобы мы с вами не запутались. Это у нас начало 17 ряда. Теперь переходим на черную пряжу. Во всех рядах, в которых мы будем переходить с черной на оранжевую пряжу,
я буду отрезать хвостики и буду их связывать, потому что я не хочу делать большие протяжки, мне так не нравится. Если вам нравится, то вы можете не отрезать, а делать длинные протяжки. Я буду отрезать и вот эти вот хвостики завязывать на узелок. Далее провязываем 9 столбиков черной пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавление мы будем делать в 4 местах. Это вот по бокам и там, где у нас воздушные петли. После 9 столбиков сбоку делаем прибавление, 1 столбик, и сюда же провязываем второй столбик. Далее вяжем столбиками до воздушной петли, там где мы соединяли ножки. Здесь у нас получилось 11 столбиков. И теперь вот в центральную будем провязывать тоже прибавлением. 1, 2. Снова вяжем вот до бока. И сбоку будем тоже делать одно прибавление. Тоже получается, вот мы провязали 11 столбиков, и в этот столбик 1 провязываем, и сюда же провязываем второй столбик, это прибавление. Теперь вяжем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь я отрезаю черную нитку. Вы можете делать протяжки. Мне так неудобно, потому я отрезаю, перехожу на оранжевую пряжу. Вот присоединяю и провязываю еще 3 оранжевых столбика. 1, 2, 3. И вот в 17 ряду у меня получилось 54 столбика. И вот я один раз покажу, что я эти хвостики буду все завязывать при переходе с одного цвета на другой и прятать вовнутрь игрушки. Далее маркер снимаю и буду провязывать оранжевой пряжей. Вот одеваю маркер снова. И в 18 ряду мы вяжем по кругу 54 столбика. И также провязываем 19 ряд. И вот 2 ряда провязали оранжевым цветом по 54 столбика. Далее, так как мы через 2 оранжевых ряда чередуем оранжевый с черным, провязываем 5 столбиков оранжевого цвета. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь берем черную пряжу, переходим на черный цвет. Здесь я оранжевую отрезаю, хвостики потом свяжу.
И провязываем 44 столбика черным цветом. И вот так провязываем черным цветом вот до этих пор. Дальше мы с вами встретимся. И вот провязали черной пряжей. И вот до маркера снова переходим на оранжевый цвет. И нам осталось провязать 5 столбиков оранжевой пряжей. Один, два, три, 4, 5. Это у нас 20 ряд. Переходим на 21 ряд. И в 21 ряду мы будем ввязывать с вами хвостик. Значит, провязываем приблизительно, вот вяжем оранжевой пряжей. И приблизительно вот довязываем вот сзади, там, где будем крепить хвостик. Это где-то 25 столбиков. И вот я провязала по кругу 25 столбиков. Теперь беру хвостик, смотрю, чтобы там, где у нас переходили вот с одной пряжи на другую, были вовнутрь. И теперь 5 столбиков провязываем вместе с хвостиком. 1 столбик, 2, захватываем 2 части хвостика, 3, 4 и вот последний 5. И вот по центру сзади хвостик вязали. Далее продолжаем вязать столбиками без накида оранжевого цвета и так довязываем вот до маркера. Перешли на 22 ряд. В 22 ряду мы переходим на пряжу цвета одежды. И провязываем по кругу 54 столбика без накида. Вяжем 22 ряд. В 23 ряду будем провязывать убавление и также вязать столбики без накида за заднюю стенку столбиков предыдущего ряда. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И после 7 столбика убавление. И так чередуем до конца ряда. 7 столбиков убавления. Всего будет 6 убавлений. И в конце ряда получится 48 столбиков. Потом, когда мы довяжем с вами кофточку, мы вернемся к этому ряду, к вот этим вот столбикам, петелечкам, и провяжем, чтобы скрыть вот переход с пряжи на пряжу. Сейчас мы будем вязать 24 ряд, и с 24 по 27 мы провязываем по 48 столбиков, захватывая за 2 половинки столбика. Вот так. Вот я маркером отметила, что мы провязали 24, 25, 26 и 27 ряд. Теперь вяжем 28 ряд.
В 28 ряду снова будем делать убавление. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6 и после 6-го столбика убавление. Всего таких убавлений будет 6, и в конце ряда у нас получится 42 столбика. Теперь в 29 и 30 ряд провязываем по 42 столбика. Вяжем эти два ряда самостоятельно. 31 ряд. Снова у нас будут убавления. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и после 5-го столбика убавление. Итак, вяжем по кругу. Всего будет 6 убавлений. В конце 31 ряда у нас получится 36 столбиков. 32 и 33 ряд провязываем по 36 столбиков. После 33 ряда я наполнила игрушку наполнителем. И теперь вяжем 34 ряд. В 34 ряду провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и после 4-го столбика убавление. Всего таких убавлений будет в этом ряду 6, и в конце ряда получится 30 столбиков. В 35 ряду будем ввязывать ручки. Провязываем для начала 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь берем одну ручку, смотрим так, чтобы там, где был переход пряжи, чтобы мы привязали его вовнутрь к игрушке. И теперь захватываем вот за 2 половинки ручки и за тело игрушки и провязываем столбик 1. Снова повторяем, вот захватываем за одну половинку и за вторую половинку ручки и за тело 2. Так, теперь вот третий столбик, теперь за 2 половинки захватываем, четвертый, пятый и 6 столбик. Вот одну ручку привязали. Далее провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Берем вторую ручку
И так же само, как мы привязывали с вами первую ручку, будем привязывать вторую. Захватываем за 2 половинки на ручках и за тело игрушки. Это один столбик, второй, третий, четвертый, пятый и последний вот шестой столбик. И 35 ряд мы провязали. И вот так привязали 2 ручки к телу игрушки. Переходим к 36 ряду. В 36 ряду провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и после третьего столбика убавление. Всего таких убавлений в этом ряду будет 6, и в конце ряда мы получим 24 столбика. В 37 ряду мы провязываем 24 столбика без накида, только вяжем за заднюю стенку петли предыдущего ряда. Вот таким образом провязываем до конца ряда. В 37 ряду мы отрезали нить, но мы ее не закрываем, так как сюда привяжем оранжевую пряжу и будем продолжать вязать голову. Сейчас нам нужно связать воротничок к данной кофточке. Мы разворачиваем игрушку вот таким образом и захватываем за вот передние петелечки от столбика предыдущего ряда у нас остались. И мы вот таким образом, вот как с изнанки, будем вязать воротник. Набираем 3 воздушные петли для подъема, или можно даже 2, пускай будет. Эту ниточку потом мы спрячем. Немного неудобно, конечно, вязать, но сейчас покажу вам. И вот захватывая за вот эти передние стеночки, провязываем столбики с накидом. Захватываем вот за каждую петелечку и вяжем ряд столбиков с накидом. И вот провязали по кругу столбиками с накидом. Теперь развернули к себе вот таким образом игрушку. Набираем 2 воздушные петли и будем вязать второй ряд. Второй ряд вяжется за первую петельку столбика. И провязываем столбики с накидом. Захватываем вот переднюю стеночку, а заднюю не захватываем. Это чтобы воротник красиво можно было отвернуть. Вот снова захватываем за переднюю стеночку и провязываем столбики с накидом. И вот так вяжем по кругу. Вот я провязала воротничок, и все-таки по бокам вот я добавила по одному прибавлению, и у меня получилось вот в верхнем ряду 26 столбиков, для того чтобы можно было вот так красиво отвернуть. И вот как у нас смотрится теперь воротник у кофты. Теперь мы обвяжем
снизу кофточку. Разворачиваем игрушку ножками к себе. Теперь захватываем вот за вот эти передние петельки, которые мы оставили. Присоединяем нить. Вот прикрепили. И теперь за каждую петелечку провязываем столбик без накида. И вот так вяжем. Вот захватили, провязали столбик без накида. Снова следующая петелька. И так вяжем по кругу всей кофты. И вот у нас получится вот такая резиночка на кофте. И вот такая отделка у нас получилась. И вот перехода нити, где мы делали, осталась незаметной. Вот так. Далее будем продолжать вязать голову, но еще можно дозаполнить немножко игрушку. И теперь снова возвращаемся к оранжевой пряже, будем в ней вязать вот ту петелечку, которую мы не закрыли от кофты. Присоединяемся вот к петелечкам и делаем смену пряжи. Так, закрепили. Эти две ниточки мы с вами потом их свяжем. И теперь вот за вот эти столбики провязываем 24 столбика оранжевой пряжей. И вот так вяжем по кругу 24 столбика. Это вот мы с вами провязали первый ряд головы. Теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждую петельку предыдущего ряда провязываем по прибавлению. Вот один столбик, в эту же петельку провязываем второй столбик. И так продолжаем далее. Один, и сюда же ввязываем второй. И так вяжем по кругу, и в итоге у нас получится 48 столбиков. В третьем ряду опять будем делать прибавление. Провязываем один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и после седьмого столбика прибавление. Всего таких прибавлений будет 6. И в третьем ряду у нас получится 54 столбика. В четвертом ряду вяжем 54 столбика по кругу. В пятом ряду меняем цвет пряжи и будем вязать черной пряжей. Перешли на черный цвет и по кругу провязываем 54 столбика. Переходим на 6-7 ряд. В них мы будем вязать оранжевой пряжей и провязываем 2 ряда по 54 столбика оранжевой пряжей. В 8 ряду переходим на черную пряжу и провязываем 54 столбика черной пряжей. В
9 и 10 ряд переходим на оранжевую пряжу и провязываем 2 ряда оранжевой пряжей по 54 столбика. Я отметила маркером место, где будут располагаться глазки, то есть между 9 и 10 рядами. Теперь у нас будет ряд, где сначала вяжем оранжевой пряжей, потом черной, потом снова возвращаемся на оранжевую. Сразу вяжем 24 столбика оранжевой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Теперь переходим на черную пряжу. Закрепляем. Я здесь буду оранжевую пряжу отрезать и связывать. Я не хочу делать большие перетяжки. Если вам удобно делать перетяжки, делайте. Я нитки отрезаю и связываю. И далее вяжем 24 столбика черной пряжи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И снова переходим на оранжевую пряжу. Здесь я отрезаю черную ниточку и провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. Это был у нас 11 ряд. Переходим на 12 и 13 ряды. В них мы будем провязывать по 54 столбика оранжевой пряжей. И вяжем так по кругу 2 ряда. В 14 ряду мы будем вязать оранжевую черную пряжу и сделаем убавление через 7 столбиков. Вяжем, начинаем оранжевой пряжей, провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавление. Еще раз повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавление. Далее 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавление. Теперь переходим на черную пряжу. Оранжевую я отрезаю.
Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавление, снова повторяем 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавление, и еще провязываем 2 столбика, 1, 2. Переходим на оранжевую пряжу. Ниточку закрепили, черную отрезали, 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и убавление. В 14 ряду у нас получилось 48 столбиков. 15 ряд. Продолжаем убавление. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6. После 6 столбика убавление. И так повторяем 6 раз. В 15 ряду будет 42 столбика. 16 ряд. Вяжем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 и после 5 столбика убавление. Так повторяем 6 раз. В 16 ряду будет 36 столбиков. Я заполнила немного голову игрушки и вставила глазки на безопасном креплении. Между глазками 7 столбиков. Теперь вяжем 17 ряд. В 17 ряду нам нужно провязать 4 столбика, 1, 2, 3, 4. После 4 столбика убавление. Таких убавлений всего 6. В 17 ряду будет 30 столбиков. 18 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3. И после 3 столбика убавление. Снова таких убавлений будет 6. В 18 ряду 24 столбика. 19 ряд, 2 столбика, 1, 2, убавление. Снова повторяем так 6 раз. И в 19 ряду будет 18 столбиков. 20 ряд. Вяжем 1 столбик и убавление. Таких убавлений 6. И в конце ряда мы получим 12 столбиков. И в последнем ряду, 21, провязываем 6 убавлений. Вот так. Когда мы связали все ряды, у нас все равно осталось вот маленькое отверстие. И мы его сейчас тянем. Берем иголку и под одну петелечку каждого столбика протягиваем ниточку. И теперь ее просто вот так затягиваем и в середину выводим. Все, у нас нет никакого отверстия. Вот такая заготовочка у нас с вами получилась. Далее продолжаем вязать
ушки, мордочку. Теперь вяжем вот такие ушки, 2 ряда черным цветом, далее все вяжется оранжевым. Сделали кольцо амигуруми, и в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Теперь в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавлению. Вот показываю ближе. 1 столбик и сюда же провязываем второй столбик. То есть во втором ряду у нас будет 12 столбиков. Переходим на оранжевую пряжу и продолжаем прибавлять столбики. Вяжем 1 столбик, в следующий прибавление. Снова повторяем 1 столбик, прибавление. И так вяжем по кругу. Всего будет 6 прибавлений. В третьем ряду будет 18 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2, в третий прибавление. И так повторяем по кругу. 2 столбика прибавления. В четвертом ряду будет 24 столбика. Пятый и шестой ряд провязываем по 24 столбика. Теперь вяжем последний 7 ряд. В этом ряду будут убавления. Вяжем 1 столбик, 2 столбик и убавление. И так повторяем по кругу: 1 столбик, 2, убавление. В этом ряду будет 18 столбиков. 2 ушка готовы, и оставляем нить для пришивания. Далее вяжем мордочку. Вяжем ее белым цветом. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И будем вязать по цепочке. Одну воздушную петлю пропускаем, вяжем во вторую прибавление. Далее провязываем 2 столбика, 1, 2, и в последнюю петлю 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание и вяжем 2 столбика, 1, 2, и в последнюю петлю провязываем прибавление, то есть 2 столбика. Вяжем второй ряд. 2 прибавления. Вот в первый столбик, один, вот это первое прибавление. В следующий столбик второе прибавление. Теперь 2 столбика, 1, 2, на закруглении 4 прибавления. Первое прибавление, второе, третье и четвертое. Далее снова 2 столбика, 1, 2 и 2 прибавления. Одно прибавление и второе.
Теперь третий ряд. 1 столбик, прибавление, 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавление, 1 столбик, прибавление, 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последнее прибавление. В третьем ряду у нас 24 столбика. Далее по кругу провязываем четвертый ряд, 24 столбика без прибавлений. Так по кругу вяжем 24 столбика. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду мы тоже провязываем 24 столбика по кругу. И вот такая мордочка получилась, овальненькая. Теперь оранжевой пряжей свяжем накладочку на носик. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И еще одна воздушная петля для подъема. Теперь разворачиваем вот вязание и провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Этот хвостик мы потом отрежем. Снова воздушная петля. Разворачиваем вязание и провязываем еще 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Отрезаем нить немножечко подлиннее, для того чтобы можно было пришить. Вот такая накладочка у нас получается. Вот я показываю, она на носике. И такое же будем пришивать и мы. Вот она. И вот я прикрепила мордочку булавками. Обязательно мордочку мы наполняем наполнителем. И теперь будем пришивать. Захватываем столбики вот за голову игрушки и также вот за саму мордочку, за две половинки столбика, и снова так продолжаем. Захватили за столбики вот на голове игрушки. Булавки постепенно убираем. И на мордочке. И вот так пришиваем по кругу. И вот между глазками прикрепили накладочку на мордочку. И тоже будем пришивать. Сразу вот захватываем ниточки, столбики на голове и за нашу маленькую деталь. Снова
столбики на голове. Вот захватили. И за столбики маленькой детали. И вот так пришиваем за все стороны детали. Теперь вышиваем носик. Я вот булавками отметила, где будет находиться носик. В иголку вставила черную пряжу. И вот так протягиваю. Теперь иголочку в эту вот петелечку из черной пряжи. И так подтягиваем. И в это же место опять вкалываю пряжу для того, чтобы можно было подтянуть вот этот вот узелочек. И затягиваем его вовнутрь изделия. Так, все, уже узелочка не видно. И вот такими маленькими стежочками вышиваем носик. Следим за тем, чтобы пряжа ложилась ровно, чтобы носик у игрушки был красивый. И вот так вышиваем до нашей булавки, там, где я отметила. Вышиваем так носик вот до вот этой булавочки. И чтобы носик был ровненький, я вот сверху еще пролаживаю на носике 1-2 стежка. Вот один. Ниточки подтягиваю и еще второй раз. И вот так подтягиваем. Подтянули, теперь будем вышивать полосочку. Вот так к носику. И сейчас повышиваем черные точечки на мордашке. Так, подтянули. И теперь вышиваем черные точечки в тех местах, где вам нравится. Вышиваем 3-4 штучки. Вот таким образом. Вышиваем с одной и со второй стороны. Вот черные точечки я повышивала. Черную нить пока месть убрала, так как в ней буду вышивать еще бровки и волосики. Но для начала нужно пришить уши. Вот я их уже наметила булавочками. И так же, как все мы пришиваем детали, захватываем за основную деталь, это за голову. Протягиваем ниточку, потом через 2 половинки ушка.
Ниточку подтягиваем и снова прокалываем за столбики на голове. Далее за 2 половинки ушка. И так пришиваем всю деталь. И вот ушки я пришила и понамечала булавками, где будут находиться бровки. И вот такими стежочками вышиваю одну бровку и переходим также на вторую. И вот когда бровки вышили, теперь понамечали, где будем вышивать волосики у тигренка. И тоже вот такими стежками прошиваем. Я делаю 3 штучки. Вот так. И вот такие волосики получились. Теперь осталось спрятать ниточку, и тигренок готов. И вот такого тигреночка сегодня мы с вами связали. Вот получилась такая игрушка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!